Let me take you to a land where we call it the flag, where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck with me, I'ma give you the claps. Burn you niggas with this pistol discharge. I'm the man with the cables, gave the hood a jump start. With the goons and the goblins, I'm Dr. Frankenstein. Got the monsters coming through, now the hood is alive. Put niggas on, who say I'm alive? If you didn't pay up all my money, you didn't get the supply. Stand on my back and try to take me his brain. Ain't no plumbers round here, we trying to let it look change. The fake on close, I'm not gonna make us move. Y'all asking when the album dropping, this is the since you think I'm playing with it, I'ma put it in gear. Got the shit on all you niggas, put your back in the rear. Your favorite hustler about to make his premiere. God, I'm asking when the album dropping, this is the year. Since you think I'm playing with it, I'ma put it in gear. Got the shit on all you niggas, put your back in the rear. Тигран, бессердечная ты скотина, короче. Жанна, забирайте его. Смотри, сам пришел, да? И чё? И ты его выгонишь сейчас? Он же под машину попадет. Ты же знаешь об этом? Подожди, знаешь, что сделаем? Прокачаем. Как ты его прокачаешь? Его ли выгнать, чтобы он умер, или к себе забрать? Братик, подожди. Все, ты официально лау. Это все живодер тебе Все напишет. это нормально. Это наш пес. И что, оставляешь? Поймал. За 20 тысяч. Чуть не сломал стелс в Lexus. Что такое? Да снимите наклейку с него, что вы? Сними наклейку. Так, что, приора? Картошку, походу, возят, да? Картошку загрузили, да, азерская посадка теперь. Да ладно! Пусть еще раз так сделает. Да ладно, смотри. Ты что, можешь так? Нет? Я не успел заснять. Сумасшедший. В обратную сторону, что ли? Я не знаю. Что он задумал? Ну что-то злое, походу, да? Или он хочет сюда зайти с ручником? Я охуею. Ой-ой-ой, вот это отчаянный тип, смотрите. А что, на КамАЗе ручник такой есть прям, что ли? Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня необычный обзор. Несмотря на то, что у нас обычная априора, в ней стоит очень много музыки. Неприлично много музыки, она очень громкая. Она приехала из Самары. Не совсем обычно также то, что снимает меня владелец этого автомобиля. Леша приехал сегодня из Самары забирать машину. Он не знал, что его попросят снимать. Не каждому владельцу доводится привезти в Ростов свою машину, поставить тут музыку, еще потом самому отснять обзор Loud Sound. Пару слов об автомобиле. Очень интересная концепция и необычная. В одну дверь, как правило, разместить очень сложно все полосы, чтобы стоял и мидбас, и средние частоты, и пищалки, и чтобы все это играло громко. Поэтому здесь было принято решение поставить вперед средние частотники, назад низкоиграющие середины, и все это по кругу забить пищалками. И также у нас все это подкреплено очень внушительным сабовым звеном с двумя пятнахами. Машина полностью собрана на монобренде Альфард. Давайте начнем с под капота, посмотрим, что там наделал Тигран. Как открывается капот на приоре, я, к сожалению, не знаю. Теперь знаю. Тем, кто будет писать, что лучше бы купил себе нормальную машину, а такие будут. У владельца есть еще одна машина, это была отдана специально под музыку, под автозвук. Итак, у нас стоит Одиссей 1500, идет назад две протяжки по 70 квадратов, ПВ-3, любимый Тиграна. Одиссей, что отличает батарейки, это, я боюсь ошибиться, или аналог, или такой же точно, как 1500 Стингер. Очень надежные батарейки, очень мощные, очень быстрая только отдача, но они стоят очень дорого на самом деле. Ну, Одиссеи уже теперь стоят приемлемо, Стингеры были прям неподъемные. Генератор у нас заменен на 320 ампер. Яновский, московский, самодельный, и сделан дубляж по силовым проводам к аккумулятору. Сзади питание подкреплено литиевыми батареями 250 ампер-часов, Winston Batteries. У ребят из АЗ-13 мы заказали. Изначально был заказан на литий в Новосибирске, но он, к сожалению, так до нас и не дошел. Очень из-за этого надолго завис проект. Это приора, по-моему, самый долгий у нас проект. Сколько ты отдал ее месяцев, лет назад? В марте? Это самый долгий, наверное, проект. Вот зависли из-за батареек. Тигран не мог продолжать работу. Давайте посмотрим багажник. В багажнике вы ничего не увидите, кроме двух 15-х девбонсов с катушкой 3 дюйма. Слева у нас располагается
плюсовой дистрибутор самодельный, выглядит он вот так. Очень внушительное питание. И справа минусовой дистрибутор. Дистрибуторы разведены по разным сторонам. Стоит фальшпол. И под фальшполом у нас самый секс, а также сзади сабвуферов. На спинке задних сидений у нас располагаются моноблоки OGO 2500. По сути обычные моноблоки, но с фильтром низких частот до 10 кГц. То есть они могут воспроизводить на огромной мощности практически весь диапазон частот. На них висит соответственно левая дверь на левом и правая дверь на правом. Посередине у нас располагается М104, который усиливает сигнал на все твиттеры в передних и в задних дверях. Под фальшполом у нас установлен 180.4 четырехканальник, на который мостами брошены задние двери. В задних дверях у нас стоят низкоиграющие середины, сейчас я вам тоже их покажу. И пятый усилитель — это DevBonds 7,5 киловатт, который усиливает сигнал на 315. Вот всего в системе 5 усилителей. Работает практически без фона. Сегодня побороли, там была наводка неприятная. Наводки найти очень сложно, но нам в этой системе повезло. Надо было просто чуть убавить гейн на усилителе на нижнем, на 180.4. На максимальном гейне шла небольшая наводка. Чуть убрали, мощности в принципе его хватает. Добавили с магнитофона и все заиграло отлично. Фальшпол у нас в системе не один, стоит второй, под которым собственно спрятан литий. Вот он весь багажник и капот. Давайте теперь заглянем в салон. В салоне у нас творится полный беспредел. Можно оглохнуть, серьезно. Ну, играет очень громко. Не самый громкий автомобиль, который я слышал, но играет и громко, и в принципе ровненько. Не совсем правильно, что у нас сзади по сути играет мидбас, а спереди среднечастотники, но удалось вытащить более-менее звук вперед. То есть задние динамики дополняют картину очень даже неплохо. Это именно то самое нестандартное решение, про которое я вам вначале говорил, не совсем обычная из-за этого инсталляция. Не получалось сделать все частоты, чтобы играли спереди, поэтому вперед были вынесены среднечастотники, назад частоты пониже. В итоге у нас получился и неплохой панч, с которым еще надо экспериментировать. Я Алексею показал, как это делать. В этом, собственно, и заключается вот основная сложность. Всегда люди пытаются из динамика вытащить и громкость, и максимальный диапазон частот. Чем уже диапазон частот, тем больше мы можем поднять громкость, поэтому вот всегда такая дилемма. Мы хотим больше панча, но при большем панче у нас и срани больше, и риск спалить динамики. Задние твиттеры, вы обратили внимание, у нас отсутствуют. Не успели поставить твиттеры, было много заморочек, но сейчас будут твиттеры, мы дошлем, Леша вкрутит их самостоятельно. Сейчас заклюете еще больше владельца. Я только что спросил, я хотел сказать, что винилом весь салон перетянут, но очень качественно. Весь салон перетянут кожей натуральной, на сидушках с перфорацией, и потолок перетянут алькантарой. Воротников сейчас, наверное, бы писал от счастья, что в приоре у нас стоит алькантара. На пропризе у нас установлена дополнительная приборная панель. Тут, так понимаю, будет там давление масла, там температура, когда ты поставишь турбомотор. Пока они просто здесь для красоты. Проприз вот в приоре, наверное, не в каждой вы видите. Перетянутся строчкой, и, кстати, очень качественно. В каждой двери, в передней и в задней, у нас установлены рупорные твиттеры DevBonds, модель T35. И среднечастотники M60 Neo снизу, 5 штук в каждой двери в передних. В задних у нас стоит MX80, кстати, я вот не сказал. MX80 это следующее поколение M80, более живучие, меньше проблем с ними, ну и лучше играют, громче и больший диапазон захватывают. Какая установлена магнитола, я думаю, все уже догадались. Такой богатый автомобиль, в котором, в принципе, вот не то, что ограничений по бюджету не было, было все очень грамотно подобрано. А магнитола, в принципе, сейчас не купишь никакой лучше, чем 99-й Пионер. Он здесь у нас и установлен. На данный момент 99-й является топовым головным устройством на рынке и, в принципе, без аналогов. Вы ничего не можете купить с 4 каналами, с 10-вольтовыми выходами, с сапами Burr Brown. Ну, в общем, все, что надо в этом магнитофоне, кроме, наверное, Bluetooth, здесь есть. Так что выбор, в принципе, был очевиден. В эту систему ничего другого, в принципе, и не могло подойти. Твиттеры у нас порезаны на 8 кГц максимальным порядком. Средний частотник рубится на 6,3 сверху, снизу на 200. Можно тоже опустить, со временем может Леша будет чуть больше распускать систему. Сейчас такая защита от дурака стоит, чтобы сразу ничего не спалить. Сверху мидбасы задние подрезаны на 10 кГц, очень высоко играют вот эти миды, очень этим радуют. Но могли бы сделать их пониже. В принципе, вот на 80, если их распускаешь, просто нереально они панчат. Но сейчас пока тоже в режиме обкатки стоит на 125 Гц. И сабвуфер порезан на 50, на 63. То есть, в зависимости от трека можно менять. Если мало
каких-то верхов можно поставить 63, но, возможно, гудение, которое вот сабвуферы воспроизводят, не очень приятно. Если хотите, чтобы саб играл побыстрее, почетче, режьте на 50. Если слышите, что никакого ущерба для музыкального тракта не происходит. И снизу тоже подстраховались, на 25 порезали, чтобы самые низа они не воспроизводили. Очень хорошая полка получилась на сабвуферном звене. У нас играют частоты от 30 до 50 Гц. Давление померили, ну, без особых пристрелок, там с открыванием, закрыванием двери, там кучу людей в салоне. Сразу, что мы увидели, было 147,5 на 35 с открытой дверью. И примерно такое же давление было на закрытых дверях на частоте 50, по-моему, 2 Гц. Вот, то есть у нас достаточно ровно играет этот ящик, очень неплохо получилось. Сейчас мы ее включим, послушаем, как играет фронтуха, благо мы находимся в месте, где отмывают деньги, как сказать, строят стадион. Let me take you to a land where we call it the flag. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of bags. I didn't have to have 10, I had a 40 on the loud. If you ever fuck with me, I'ma give you the claps. Burn you niggas with this pistol discharge. I'm the band with the tables, gated with a jump start. You can put in the dummies, I'm Dr. Frankenstein. Вот такой проект получился, очень громкий, очень необычный в плане компоновки спереди, середины,
сзади, ну, я бы сказал мид-басы, но это по факту низкоиграющие середины. Очень басуха радует, с огромным потенциалом она, можно вливать больше, сабы себя чувствуют отлично. То есть вот мы валили, они там еле теплеют колпаки, подключено сейчас в одином, то есть там не так много мощности летит. На соревнования можно в принципе попробовать в 0.25 переключить. В любом случае самое главное, что владелец доволен, а владелец доволен? Доволен. Но все просят, как эти, чтобы, знаешь, экзибит там отдают машины, и все такие: а, это, блядь, моя машина, я не ожидал. Ну, у нас нету такого. Если человек только сам попросит, скажет: снимите, как я радуюсь. Если машину отдали, значит хорошая была реакция. Если что-то не так, мы всегда это делаем, переделаем. И обзор в любом случае не будем снимать. Надо еще раз подчеркнуть, вот любовь владельца к этому автомобилю. Очень качественно, грамотно все сделано, все перетянуто. Музыка установлена уже очень крутая. Сейчас будет двигатель меняться. Несмотря на то, что машина не свежая. Ну, это такой, я так понимаю, парадно-выходной вариант, да, покататься, послушать, чтобы основную машину не насиловать. Я скажу то, что ты меня снимаешь, поэтому я расхваливаю. Давайте считайте, сколько комментариев будет: лучше в нормальную машину купил. Я уверяю, они будут. Это канал Loud Sound. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Если подписаны, друзьям рассказывайте. Европа скоро будет. 500 тысяч подписчиков будет Европа. Я думаю, так мы сделаем. Уже скоро будет 500 000. Все, всем пока, живите громко. Since you think I'm playing with it, I'ma put it in gear. Got this shit on all you niggas, put your back in the wheel. Зазор остался. Фанерных дел мастер. Вот ты это как? вот этот зазор. Доделаешь? Делаем. Так и что, вы собаку оставили, что ли? Или он сам просто не уходит? Он пока конец рабочего дня не закончился. Слышь, а он что, повесился, что ли? Ля, он повесился. Опа. Ля. А вы его покормили? Да. Тебя как зовут? Непонятно? Может, вместо кошки его оставишь? Лайк. Боюсь, будет большой. Давай, если лайков много поставят, Давай. оставишь. Посмотрим. Прикиньте, в ваших руках судьба вот этого кутенка. Посмотрите в эти глаза. Вы можете не поставить лайк? Нет? Вот это ты бесчувственная скотина, кто не поставил. Тигран все равно выгонит, потому что он бесчувственная скотина. Вся надежда на Жанну, да? Жанну оставишь? Нет? А как его зовут? Что-то он ищет. Это опасно. Что-то ищет, сейчас будет, походу, беда. Иди сюда, сюда иди. Вот сюда иди. Вот тут сри, понял? Сри тут. Кому хочется подороже, всегда можно поставить стингер. Выглядят они хорошо и по качеству. Ладно, это все хуйня, нахуй этот стингер, короче. Очень долго ждал владелец, очень долго ждал Тигран. Посмотри, типы в багажнике. А, они снимают обзор, прикинь. Цешку какую-то древнюю, нахуй ее снимают. Снимайте нормальные тачки. Я забыл, как он называется. Литион как-то. Техлитий. Короче, похуй. Где строят стадион ростовский к чемпионату чего? Мира? Да? Чемпионат мира будет у нас в Ростове проходить. Я зря сказал про отмывание денег. У нас сейчас такого в России уже нет. У нас все сметы правильные. У нас никто себе ничего не кладет. Да? Говоришь, аж самому смешно, сука. Когда так будет? Никогда так не будет в России. Потому что вы те, кто пи***ит, вот что все воруют, если вы должность эту займете, я на вас посмотрю, как вы перестанете это делать. А заодно отучите тех, от кого будете зависеть. Плохая тема, это комментарии половина уже не по тему. Начнется срач. Начнется срач. Так, сейчас послушаем басуху, а потом послушаем фронт. Как дружко такой, раз в одну камеру, раз в другую камеру. Ладно, хорош. Короче, это был обзор самолета. Сейчас ветер чуть успокоится. Пиздец, конечно, ветра поймали нормально сегодня. Это был канал Loud Sound, подписывайтесь, если еще... Это канал Loud Sound, если еще не подписываны, опять. Все, троить начал под вечер. Нет, у нас правило о конкурентах, как о покойниках, или хорошее, или ничего.